Я, как всегда, в бегу, в делах, по дороге и пробегусь через парк культуры, пройдусь через городок аттракционов, засниму, как он сейчас выглядит. Я знаю, что меня смотрят люди, которые уже давно выехали со Львова и благодарят за то, что показываю их места. И я думаю, что это место будет им особенно интересно, потому что люди с особым теплом всегда вспоминают свое детство. А если они выросли во Львове, то значит и проводили много времени в парке, особенно там, где аттракционы. И поэтому им будет очень приятно вспомнить детство и свои самые теплые воспоминания. Итак, поехали. Сегодня диаметральная перемена погоды. Дождливо, пасмурно, сыро. И по сравнению со вчерашним днем очень и очень холодно. Моя дорога сейчас идет через Центральный парк культуры. Сниму вам, как он сейчас выглядит, но сказать, что он в запустении, это ничего не сказать. Вот чтобы так выглядел Центральный городской парк культуры и отдыха, это, конечно же, просто... У меня только польские слова сейчас в голову приходят. Это стыдоба, просто стыдоба. Вот. Сами увидите, сейчас я вам покажу. А я бегу дальше по своим делам, несмотря на погоду. Дела есть дела, и их нужно делать, несмотря на то, какая аура. Вот, пожалуйста, навалены палеты. А тот скверик, который я вам показала, там раньше был такой городок для детей, где можно было ездить на велосипедах, на самокатах, на маленьких машинках. Все было разрисовано, там были светофоры, ну, то есть все правила дорожного движения. Можно было взять на прокат эти все, ну, как сказать, велосипеды и самокаты, вот это все. Вот, и поездить. Сейчас, видите, там уже ничего нет. Вот эта самая центральная аллея парка, посмотрите, как она выглядит. Это центральная аллея парка культуры города Львова. Все заросшее, не покошенное, ни цветов вообще следа нету. Вот, а должно быть вот это все посередине засажено красивыми цветущими растениями. А сейчас вот такая стыдоба. Просто вот это все, наверное, еще со сталинских времен разваливается, и никто ничего с этим не делает. Вот такое место для собачников. Но пакетиков там, наверное, и в помине нету. И посмотрите, на центральной аллее вот такое произведение львовского, как этого, скульптора. Представляете, скульптор называется Дзиндра, и вот это его произведение искусства. Я просто в ауте. Что это такое? Что это такое? И что оно представляет? И вообще это, я не знаю, куски бетона, цемента на каком-то вот непонятном, непонятном чем-то. Это называется, что это абстракция. Мне кажется, что, ну, не преувеличивая своих скромных возможностей, моя абстракция выглядела бы намного интересней. А вот это дерево мне понравилось, выглядит как каштан. Посмотрите, как красиво цветет. Я всегда обращаю внимание на что-то, что радует глаз. И вот еще одно такое место пункт для уборки за своими питомцами. Специально заглядываю. Конечно же, мешочков, рукавичек, ничего здесь и в помине нету. Просто вот такая, как сказать, показуха. Хотя на эти газоны, наверное, кроме собак вообще никто не зайдет. Тут даже, ну, я не знаю, для кого это все вот так вот сделано, или для того, чтобы люди просто приходили и раскладывали, как на пикнике, матрасы и всякие, ну, как сказать, одеяла и загорали, я не знаю, но из того, что я считаю, в парке должны быть пострижены газоны, красивая травка, никто туда не должен заходить, не лежать. Это, если парк, то это место для культурного отдыха, то есть здесь должны быть, я не знаю, какое-то кафе, какая-то эстрада, аттракционы, какие-то культурные мероприятия, вот, которые, ну, как сказать, предусматривают, что люди красиво оденутся, придут и культурно отдохнут с детьми и будут вот. Вот я зашла в городок аттракционов. Здесь есть и старые, и новые. Ну, наверное, со старых уже только тот первый аттракциончик, который я вам показала. А это уже все новое и современное. Так что кто
в этом городке отдыхал в детстве, наверное, уже не увидит тех аттракционов, которыми он пользовался. Но можно посмотреть, что поставили на месте старых. Здесь, конечно же, видите, появились будки с мороженым, все еще закрыто, наверное, это касса. И вот множество частников ставят свои батуты и всякие приспособления для развлекаловки. А вот эти павильоны еще старенькие. Здесь, видите, вот что понастроили на маленьком вот этом озерце. Это вот эти старые советские аттракционы, и это еще вот старая советская карусель. Не знаю, она действует еще или не действует. Если действует, то браво такому качеству. Но видите, вот этот павильон уже очень-очень старенький. А вот здесь настраивают все, что кому не лень, и то, что приносит доход. Но выглядит это, конечно же, нелепо и некрасиво. Вот это был аттракцион машинки. Ездили здесь машинки, автодром. Но это уже все, как видно, в прошлом. Я думаю, что это уже не работает. Ну сколько можно? Кто знает, напишите, работает ли этот аттракцион до сих пор. Вот видите, эти будки все стоят одна около другой, и никакого такого какого-то эстетического восприятия какого-то нету. Все вот так, как на базаре, как на рынке. Идем дальше. Видите, старые аттракционы убирают, на месте ставят что-то новое, пытаются. Аллейки такие никакие. Вот там уже надувные батуты разные. Вот. Идем дальше, смотрим, что где. Вот какие-то новые XD кино, что это, не знаю. Вот. Сейчас зайдем сюда. Вот это еще старая какая-то карусель видно. Еще со старых времен. Думаю, что еще работает. Раз она вот тут еще в таком состоянии. Но видите, это все очень и очень старенькое. Но, как говорится, браво, что еще на ходу. Значит, качество было неплохое. Хотя нужно осторожно подходить к этим всем аттракционам, особенно если сажать на них детей. Потому что, ну, знаете, вот новые цепочки, цепочная карусель. И пойдем кверху, посмотрим, что там еще есть. Батуты уже надули, уже начинается сезон, вижу, детки скачут. Вот этот дом культуры «Романтик», который строили в парке культуры еще в советские времена. Не знаю, что там сейчас, думаю, что закрыто. Но вот такой огромный дом. Здесь бы можно было и ресторан сделать, и все, что хочешь. Не знаю, что там сейчас находится. Конечно же, очень жалко, что такое грандиозное здание пропадает и стоит неиспользованным. Ну вот еще какие-то современные тут новшества. Дальше будут еще 2 карусельки. И эта дорога, которая ведет впереди, можно по ней пройти к чертовому колесу, а дальше спуститься в Стрийский парк. Я, наверное, проложу себе дорожку через Стрийский парк, но в этом видео уже показывать вам не буду. Покажу в следующем. Поэтому, друзья мои, обязательно подписывайтесь, заходите, смотрите и о Львове в эту последнюю серию, и предыдущие серии, если вас интересует этот город. У меня много роликов, когда я там была. И также заходите и смотрите другие видео, потому что я живу в Польше, и мой канал в основном о Польше. Пока-пока.